Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз на 10 дней на декаду с 21 по 31 декабря 2024 года. Узнай будущее, к чему все идет, или каковы события ближайшего времени, ближайших дней, того последнего завершающего периода года. И давайте с вами узнаем, что думают по этому поводу карты, какие энергии они нам продемонстрируют. Если мы говорим о планетах, в декабре, наверное, основной транзит, который мы можем прочувствовать, это транзит Нептуна из ретро в прямое движение. Он уже фактически произошел с 7 на 8. Но эта энергетика может нами ощущаться в течение всего месяца до конца, потому что не есть одна какая-то дата перехода, и на этом все завершается. Кто-то, наоборот, мог прочувствовать за пару-тройку недель прежде, раньше, может быть, в конце ноября. Есть такая давность или нас может посетить какая-то новость, событие, может быть, внезапно открывшаяся какая-то тайна, может быть, это для нас тайна, мы этого не замечали, не предполагали, а уже дело все к этому шло или предполагалось что-то подобное. Но мы словно прозреваем, понимаем, именно теперь. Вот такие энергии до конца декабря могут на нас воздействовать и словно заставлять нас адаптироваться к новым условиям, к новой какой-то реальности или каким-то событиям, которые мы тоже не можем просто или оставить на потом, или мы не можем проигнорировать. Давайте узнаем, что думают карты. Подсказки карт на будущее или каковы события ближайших дней. Первая колода – это у нас будет колода Ленорман, вторая колода Таро. На колоде Ленорман мы достанем 4 карты и позволим картам провести нас той цепочкой развития событий. Как видят, это именно карты. С чем будут связаны события ближайших дней для вашего знака зодиака? И я надеюсь, что для большинства это просто подготовка к праздникам, подарки, комплименты, эмпатия, доброта. Итак, третья карта события ближайшего будущего, всего 4. Еще одну достаем. События ближайших дней для вас, близнецы. И на колоде Таро неожиданность, первая карта. Неожиданности и сюрпризы. Ух ты, вот тебе здрасте. Посмотрите, пара, по сути дела, выпала. Отшельник и Верховная Жрица. Словно есть два человека, и каждый на своей волне. Каждый скрывает что-то свое. Или может скрывать, или желает осуществить свой проект. Или пусть проект общий, но он желает осуществить именно в разрезе собственных интересов. Как и Верховная Жрица предполагает, что отшельник, он именно продолжит свой путь. Он будет все равно что-то делать, то, что в его интересах, или пусть это даже какая-то верховная такая, духовная какая-то идея, мысль, путь жизненный. Но и отшельник понимает, что верховная жрица тоже живет сама по себе, где-то кошка, которая гуляет сама по себе. И вы знаете, для кого-то из вас может проиграться именно личная жизнь. Может быть, это прежние события с конкретным человеком, может быть, это еще в течение декабря. О недоверии, да, тут вот как раз эти две карты и могут говорить. И вроде бы вместе выпали карты, есть какой-то союз. Но сказать, что есть взаимопонимание, искренность, то, конечно, нет. Вот какая-то, я надеюсь, это не для всех. Дайте-ка я их разложу в разные стороны. Эти карты неожиданно совершенно. Может быть, это и прежняя история для вас, когда вот что-то подобное вы ощущали в вашем союзе. И вам хочется закрыться от всего мира. Может быть, это именно период декабря для вас будет тот этап жизненный, когда вам придется делать выбор. Или я иду вперед, или я обратно, словно вот этот сурок, прячусь в свою нору. Или, ну я образно, я надеюсь, все меня прекрасно понимают. То есть я ухожу из каких-то отношений, или я не хочу что-то продолжать. Вот то, что мне там внутри этой милой норки для этого зверька находится, ну, аллегорически говоря,
оно приятней, оно понятней, оно ощущается более надежным, чем вот это холодное пространство, которое мы чувствуем, наверное, кожей, когда выходим наружу. Да или нет, остаюсь или ухожу, что-то продолжаю или завершаю, верю или не верю. Вот посмотрите, третья карта, что первые две, что третья выпала. Такие могут быть вопросы. У кого-то и по работе, не обязательно это личная жизнь. Может быть, это ваш руководитель на работе. На работе сложилась такая ситуация, что и вы сильная личность, но и руководитель, понятно, что он своих приоритетов никому не передаст. Итак, вторая неожиданность. В чем ваша сила? В чем ваш успех? Что вам помогает? Что идет само в руки? Как угодно назовите все то, что для вас с плюсом. И энергия. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, оформление документов. Энергия денег, финансы, личная жизнь, как видите, для вас, близнецы. Достанем карту совет, которую откроем после. Итак, пойдем по тем событиям, которые нам раскрывают колода Ленорман. А вообще, с одной стороны, все надежно, все уверенно. В принципе, вы что-то можете уже просчитать, и есть какой-то как якорь. Для людей семейных прекрасно, это ваше жилище, это ваш надежный быт, это решенные какие-то уже вопросы, когда, правда, нам, с одной стороны, с места в карьер рваться точно не хочется. Мы словно на якоре. Может быть, и сам по себе этот период планетарно таков, что мы можем сталкиваться с новостями, событиями, с внезапно открывшейся тайной, и мы не хотим ничего знать. Нам хочется этого якоря тоже. Нам хочется спокойствия. Но и, в принципе, эта карта не говорит о том, что что-то встает с ног на голову, правда. Какой-то спокойный период жизни, мои дорогие близнецы. Вторая карта. Ну, правда, спокойный период жизни. Для кого-то это может быть ваша семья, ваши близкие, дерево, ваша стабильность финансовая, потому что в первую очередь дерево это и есть как материальное что-то, и корнями уходит вглубь земли, поэтому опять же надежность. По этой карте процветание какое-то возможно с одной стороны, но за любым деревом нужно ухаживать, и поэтому какие-то, может быть, прежде вы сделали что-то хорошо, но еще и в декабре встанете перед рядом вопросов, нужно вам что-то продолжать, стоит это делать или нет. Но вообще очень две карты благополучные по части именно такого доброго и спокойного периода жизни. Нечего добавить. Это когда наши близкие, когда, собственно, даже если мы переложим у кого-то на работу, ну, тоже нет каких-то таких сюрпризов, по крайней мере, по этим двум картам. Здесь больше какая-то размеренная жизнь, понятная, причем благополучная, третья карта. А вот третья карта женщина. Мои дорогие девочки, это может быть как ваши, могут быть ваши планы или то, что вы хотите осуществить. В этой колоде Ленорман две пары, мужчина и женщина. И если первая пара, вот она как раз говорит об наших планах больше, или о том, что в нашей ментальности. Нет еще этого пока в реальности. Это где-то сфера наших интересов, наших желаний, нашей мечты, то, что мы еще не реализовали. Так вот, это может карта означать ваши планы, ваши мечты, или то, что вы пытаетесь как раз переложить на более реальные рельсы. А для мужчины это есть какая-то женщина, которая вам, безусловно, интересна. Может быть, это были прежние какие-то контакты, а может быть и новая встреча. Тоже вполне вероятно для вас, мои дорогие близнецы. Давайте посмотрим еще одну карту. И вот смотрите, странные карты, да, с одной стороны две карты надежности, но есть и то, что в планах очень манит, одинаково для мужчин и для девочек, и в то же время пугает. Именно в этой колоде змея. И немножко другое значение. Она прописана, вот по крайней мере, художник, автор этой колоды прописал так, как что-то внезапное, что может на нас нахлынуть, может быть, как чувство опасности и страха, перед тем, как, может быть, брать какую-то ответственность на себя. То есть это не обязательно, нам ведь карты говорят, внешне ничего не происходит. Нет какой-то динамики такой, которая бы именно могла испугать. Но, может быть, происходит что-то
в межличностном плане, с учетом тех карт, которые нам переворачивались, кстати, которые вас заставляют думать, а так ли правильный мой путь, а так ли правильно я на что-то согласилась или согласился. Мы словно останавливаемся, как будто в какой-то момент времени мы понимаем, что для нас это, ну, или мера ответственности, или какой-то пункт нашей жизни мы не сможем потом, если согласимся на что-то, к примеру, изменить. Изменить, понятно, мы можем, но вряд ли мы придем к какому-то, ну, тому же знаменателю, с которого начали. Есть определенный страх, он где-то сковывает. Может быть и душу, может быть и сердце, может быть это какая-то новость. И в этой карте это не есть что-то серьезное. Это то, что мы можем сами себе надумать. Это то, что может быть извне, как люди, например, которые вас от чего-то отговаривают. Или какая-то внешняя обстановка, которой у вас-то все хорошо. Но может быть какая-то новость или то, что происходит опять же вокруг. Вы как-то по-особенному чувствуете и думаете, перекладывая где-то на себя, что если бы я в подобной обстановке оказалась или оказался, ну, прямо скажем, не хотелось бы. Не хотелось, в принципе, как-то а, нарушать свое спокойствие. Вот об этом, наверное, карты нам и говорят. И вроде есть какой-то интерес, но кто знает, может быть, вот эта надежность, она более предпочтительна. Давайте узнаем, интересно. Вообще спокойный период жизни, тут ведь мы можем какую-то новость узнать. В неожиданностях, правда, по семерке жезлов мы узнаем много новостей. По семерке жезлов еще называют карты соревнований, хотя в этой колоде, посмотрите, двое спасают свое добро. Вовсе не о соревновании, но тем не менее жезлы – это всегда есть какие-то контакты, много людей. Мы устаем по этой карте от людей буквально, от каких-то, ну, или информации, или какого-либо взаимодействия с людьми. Мы начинаем понимать или мы допускаем, что это мы кому-то удобны, полезны или, ну, как-то еще, да. А карта говорит, занимайся лишь тем, что для тебя имеет смысл. Буквально спасай свое добро. Может быть и так. Меня смотрят люди из разных стран. Нам здесь наводнение показано, и как будто двое вот эти мешки с каким-то их скарбом, хитрым или не очень, они пытаются в более сухое место перенести. Вот есть в конце декабря какая-то тема, которой именно вам хочется заниматься. А вот какие-то вот внешние такие, может быть, темы, факторы, идеи, может быть, чьи-то, они для вас не очень будут интересны. Вам захочется быстрее словно отгородиться от этого. И, может быть, и для кого-то отдохнуть. Вот это наводнение и карта змея. Все же могут приходить какие-то известия или, может быть, это как обстоятельства вашей жизни, когда вы будете просто выбирать себя, мои дорогие. Давайте посмотрим, ваша сильная позиция в чем? Что-то завершается. Может быть, и нужно завершить. Может быть, это не очень где-то красиво завершается, или вы думали какое-то иное завершение, продолжение. Или, конечно, по этой карте, это карта трансформации. Здесь может и быть какая-то и личная история, причем у каждого здесь по-своему. Опять же, у кого-то это, допустим, были прежние отношения, которые завершаются, или была какая-то история в одном ключе, а теперь вы переводите ваши отношения на новый уровень. У кого-то это будет смена работы. В любом случае, вы на что-то, ведь это в чем ваша сильная позиция? В чем-то вы ставите точку. И если мы в одном деле поставили точку, словно закрыли одну какую-то дверь, неизбежно открывается другая. И это своего рода освобождение, но не будет как прежде. Всегда по 13-му старшему аркану происходят в нашей жизни те события, как, вот я сказала, трансформация. Это переменные в нас самих, в нашей душе. Может быть, где-то это будет связано больше именно с теми делами, которые будут касаться финансов или вашей работы. Может быть, и благополучие, если нам тут карты говорили по части дома, согласований в плане недвижимости, но это как раз
когда себе не хочется навредить. Наверное, не случайно выпали те предыдущие 3 карты, сами выпали, когда выбор, причем в такой спокойной обстановке, вам даже самим захочется делать. Потому что по этой карте, это же, знаете, когда уже прошлое над нами не давлеет, мы словно чувствуем, как гора с плеч. Вот в этом будет именно ваша сила. На что-то вы решитесь. И у каждого здесь по-своему. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет, кто-то поставит точку или наоборот, словно откроет какую-то новую возможность. Но одно совершенно точно, как прежде, уже не будет. И вам это понравится, вы останетесь довольны. На что-то решиться нужно. Причем это, скорее всего, по судьбе. Иерофант– это все то, что по традициям, по судьбе. Ну, отчасти, может быть, и с согласованием в высоких инстанциях, чиновники. Для кого-то это может означать период, когда вы учитесь чему-то. По аркану Иерофант мы можем выступать как и в роли учителя, так и в роли ученика. Как и важные итоги подводить опять же, так и для себя открывать совершенно новые перспективы. Может быть, кто-то банально из вас будет как раз и заниматься последней декаде декабря тем, что придется для себя что-то стабилизировать, оформить или пересмотреть какие-то документы. И планетарно у нас может быть как раз то время, декабрь месяц, когда мы перезаключаем контракты по работе, перезаключаем брачные контракты, опять же, с приставкой пере, какие-то соглашения, оформляем или переоформляем любые, мои дорогие близнецы, документы. И это для нас открывает, опять же, новые перспективы. Мало что вы на что-то решаетесь, так тут еще в конечном итоге это для вас будет означать новая ступень вашего жизненного прогресса, потому что всегда иерофант– это словно путь наверх. А для кого-то из вас это может проиграться как смена статуса. И я понимаю, опять же, с учетом 13-го аркана, у каждого по-своему. У кого-то расставание, развод или расставание уже произошло, а разводы могут тянуться очень долго. Ну, значит, какая-то информация вами точно будет получена, и каким-то образом со знаком плюс вы себе это употребите. На благо именно самому себе или самой себе. А для кого-то из вас тут и венчание может, кстати, по этой карте проходить. И пусть это выпадает на дела, работу, бизнес. Когда мы готовим такое торжественное событие, мы ведь тоже что-то согласовываем, куда-то отправляемся, назначаем время, договариваемся и с людьми самыми разными, ну и готовимся буквально, материально к чему-то. Вот что-то очень важное входит на ваш порог, после чего словно новый жизненный отчет. Вот такой период у вас, как событие ближайшего будущего. Финансы. По королеве Пентаклей, и неважно, кто смотрит, мужчины или девочки, это когда у нас с финансами полный порядок. По королеве Пентаклей мы улучшаем наше жилище, делаем его более комфортным, получаем деньги, получать можем подарки, решать какие-то вопросы по части, если мы на деньги смотрим, как вашего творческого проекта. Почему? Потому что именно королева Пентаклей часто отличает то, что она из любого хаоса умеет создать порядок. Основное ее свойство, качество такое ценное. И она умеет мечту воплотить в реальность. Для кого-то из вас это будет означать буквально деньги партнера, может быть и так. И мы по полу карту не рассматриваем, хоть выпала королева, там, допустим, у вас наоборот, меня смотрят девочки и мужчины. Да, это ваша какая-то степень занятости, может быть, или вы будете решать вопросы по части работы. А для мужчин это тоже может быть важная женщина, опять же, в вашей жизни. И тогда я должна сказать, какая-то самодостаточная, может быть, женщина, которая умеет зарабатывать, умеет, может быть, практически из ничего создать благополучие, уют, то, к чему стремится наша душа. Вот для мужчин может так проиграться. По этой карте все же деньги, и мы говорим. Какой-то из ваших проектов, может быть, один будет очень доходным. Поэтому, и, кстати, иерофант выпал. Тут словно по судьбе. Это могут быть по работе или по бизнесу какие-то контакты, как такое дополняющее сотрудничество, которое двум людям переносит и деньги, и спокойствие, и уверенность,
и на далекий срок, на долгий период времени, опять же. Вы остаетесь чем-то довольны, по крайней мере, дела, бизнес или деньги. Что же в личной жизни? Хотелось бы, конечно, чтобы было хорошо, но двойка мечей – это всегда выбор. Причем, посмотрите, двое разных людей нам показаны, и они бьются из-за чего? Каштан, казалось бы. Вообще ни о чем. И что интересно, нам художник прорисовал, что они находятся в одной плоскости. Они практически находятся на равных. И непонятно, что они выясняют. Вся проблема в том, что они мыслят по-разному. Один видит как-то, может быть, более реалистично, а другой видит с позиции закона. Может быть, так. Один настаивает на какой-то реальности, а второй больше видит решение проблемы именно через согласование. Все же у нас, посмотрите, одежды людей разные. Здесь более холодные, а здесь у нас более такие земные, теплые цвета, тона. Вот, значит, есть какое-то взаимодействие между двумя людьми, которые вот должны как будто договориться. Не очень мне понятно в преддверии Нового года, поэтому давайте, что за выбор? Ну, это соскользнули карты. А кто знает, может, и не просто соскользнули. Вот смотрите, мои дорогие близнецы, у вас какой-то судьбоносный, правда, может быть, период. И те карты, которые сами по себе выпали, да, мы говорили, и Верховная Жрица вышла, и Отшельник. Может быть, что-то важное в личной жизни решается. Словно жизнь начинается в новом жизненном этапе, с новой реальностью, с новыми возможностями. И колесо фортуны очень в тему. Не упустить какую-то возможность для вас все-таки определенно имеет значение. Не вернуться вот как тот сурок, которым четверка мечей мы с вами смотрели в самом начале. Позволить себе какие-то новые контакты или перевести отношения на новый уровень. Для кого-то новая работа, новое творчество, новая какая-то схема заработков, может быть и так. Все что угодно, опять же. Два старших аркана. А, Если мы рассматриваем личную жизнь, это перевод как раз может быть у кого-то отношений на новый уровень. И все же по колесу фортуны это как карма, как возможность какая-то, которую мы не должны упустить. Потому что когда колесо выпадает, мы должны определяться с чем-то быстро. Сегодня возможность есть, а кто знает, через пару часов ее может не быть. Или человек передумал. Ладно, давайте раскроем именно карту, я сама достану. Личная жизнь для близнецов с 21 по 31 декабря. Какую-то новость вы получите. Но эта новость, опять же, сродни трансформации. Восьмерка жезлов. Орел нам приносит в лапах практически свиток. Я надеюсь, видно лицо вот этого человека, который изумлен, обескуражен. Он ничего подобного не ожидал, что ему документ принесет птица. О чем карта? Быстрое получение каких-то документов или для вас быстро нужно принимать решение. Вы узнаете какую-то новость, и вы ее не сможете отложить на потом. Правда, вот эти два аркана старших, нулевой и колесо фортуны, вот это подтверждает карта. Вы должны будете принимать решение. Как вы его примете, понятно, это у каждого по-своему будет. Может быть, это будет связано с межличностными отношениями у кого-то, а у кого-то более глобальная обстановка вокруг, ситуация, обстоятельства. Но всегда по восьмерке жезлов динамика жизни, новый жизненный уровень идет. Поэтому я бы сказала, тут нужно договариваться как будто. Но, а уж как у каждого произойдет, каждый решает сам. Совет. И вот по карте там тоже говорят, вы сдаете жизненный экзамен между прошлым и будущим. У кого-то банально вот этот экзамен, у вас сейчас сессия, может быть, или вы курсы закончили, и вам уже, вы как новый специалист, или вы будете напрямую прилагать свои полученные знания в реальности. Но по этой карте есть такой момент, что мы можем изучать, конечно, и как заработать деньги, все же это у нас пентакли. Мы можем изучать способы заработка, но еще и посредством каких-то технологий, к примеру.
И тогда для вас могут быть очень прекрасные перспективы. Но здесь все же это карта действий. Это не те деньги, которые нам упадут буквально с небес, понимаете? Это то, что мы честно заработали. Вот есть такой момент. Но то, что жизненный экзамен или тот экзамен, вот такой период жизни или принятие каких-то очень важных решений, когда жизнь может разделиться на период до и после. Вот какой-то выбор вам придется делать в декабре. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.